Друзья, я вас приветствую на канале Энергия Таро, где сегодня на картах Таро мы будем разбирать еще одно запутанное дело, которое вызывает немало вопросов. Это дело погибшей в Омске 15-летней Евангелины Алешкиной, тело которой нашли в реке Иртыш в июле 2024 года. Сегодня, проведя Таро-расследование, мы узнаем, что на самом деле произошло с Евангелиной, и все ли так, как рассказывает нам следствие. Действительно ли задержанный по этому делу является настоящим убийцей Евангелины. Меня зовут Сабина, я таролог и рунолог со стажем более 12 лет, детский психотерапевт. С помощью карт Таро анализирую события и помогаю вам разобраться в себе и ситуациях, которые вас беспокоят. О Евангелине мне сообщили подписчики моего телеграм-канала в день ее пропажи. Я сделала небольшой расклад и увидела, что девочки нет в живых. Позже это, к сожалению, подтвердилось из официальных источников. Кстати, если вам интересны еще больше разборов и острых тем, которые я не всегда могу выкладывать на YouTube, у меня есть для вас кое-что полезное и интересное. На моем закрытом канале на Бусти я выкладываю шокирующие расклады про политических деятелей, таких как Сергей Фургал и Владимир Путин, социальные темы о взрывах жилых домов, кто стоит за конфликтом на Украине, действительно ли умер Пригожин и существует ли СПИД, и кто завозит в нашу страну мигрантов, и еще много интересных и полезных тем. Все эти материалы доступны по подписке всего за 399 рублей в месяц. Подписывайтесь и наслаждайтесь материалами, которых нет на YouTube. А для тех, кому неудобен Бусти, есть закрытый телеграм-канал, где все эти же видео, что и на Бусти, и подписка стоит также. Переходите по ссылке в мой личный мессенджер, чтобы попасть в закрытый телеграм. Евангелина с родителями приехала в Омск в июле 2024 года, чтобы навестить своих родственников. 22 июля 2024 года семья должна была вылетать обратно в Москву, но именно в этот день пропадает Евангелина. В этой истории есть несколько странностей. Первая странность. Мама Евангелины 22 июля 2024 года все же вылетает в Москву, несмотря на то, что дочь пропадает в чужом городе. Вторая. Незадолго до выхода из отеля в день вылета семья не обнаруживает Евангелину в номере отеля и спокойно идет гулять в парк. Третья странность. Родители все же дозваниваются до Евангелины во время прогулки в парке, и она идет им навстречу, где говорит якобы, чтобы они собирали вещи без нее, а она пойдет гулять. Сколько вы гуляли, столько и я буду гулять, дословно. И родители спокойно ее отпускают, несмотря на то, что скоро нужно выходить из отеля. Давайте разбираться, что на самом деле произошло с Евангелиной Алешкиной и почему в конечном итоге ее обнаружили мертвой в реке Иртыш спустя пару дней. С нами сегодня карта Здислава Бексинского. Здравствуйте, карты. И первый вопрос звучит таким образом. Я хотела бы узнать сигнификатор Евангелины в день ее пропажи 22 июля 2024 года. То есть в каком настроении была девочка и была ли чем-то обеспокоена. Сейчас я смотрю на ее фотографию. Была ли чем-то обеспокоена Евангелина Алешкина в день своей пропажи 22 июля 2024 года? Была ли чем-то обеспокоена девочка в день своей пропажи? Карта планирования. Какие-то планы были. Планирование – это может быть в том числе, что я планирую вылететь обратно в Москву. Беспокойства я здесь не вижу, и тревоги я здесь не вижу. Я больше вижу здесь планы, которые есть в голове у человека. Давайте посмотрим настроение. Сигнификатор Евангелины Алешкиной в день ее исчезновения 22 июля 2024 года. В каком настроении была девочка? Карта Мир. Хорошее настроение, спокойное, нет тревоги, нет опасений за будущее, есть планы. Возможно, есть планы, когда я прилечу в Москву, я сделаю это. Когда я прилечу в Москву, я пойду туда-то. Карта Мир – это в хорошем мирном расположении духа я нахожусь. 21-й старший аркан Мир. Я готова лететь домой, обратно. И здесь об этом речь. Что у нас на дне колоды? Какой сигнификатор Евангелины был в день ее исчезновения? Первые плоды. Возможно, что-то начало получаться. Я вижу в этой девочке творческую натуру. Возможно, писала стихи, рассказы какие-то. Или, возможно, с кем-то познакомилась. Были какие-то первые плоды в плане этого знакомства. Может быть, познакомилась с мальчиком, переписывалась. Какие-то первые плоды, первые переписки. Или первые плоды в плане какого-то творчества. Потому что я вижу творческую натуру, которая интересуется всем, интересующаяся девочка. Пишу стихи,
пишу рассказы, рисую какие-то рисунки, и это тоже мои первые плоды. Что-то начинается в этот день, 22 июля 2024 года, и девочка совершенно не думала и не гадала, что с ней произойдет какая-то беда. Давайте смотреть дальше. Давайте посмотрим отношения внутри семьи Евангелины Алешкиной и ее родителей. Отношения внутри семьи родителей Евангелины и ее отношения к ним. Какие отношения были? Дальняя дорога. Возможно, родители хотели куда-то отправить учиться девочку. Бывает так, что если родители обеспечены, родители думают о будущем ребенка отправить в Америку, в какую-то другую страну. Либо я хочу жить отдельно от своих родителей. Дальняя дорога здесь говорит об этом. Но единичка жезлов – это маленькая карта. Это стремление, это какие-то цели, это какие-то планы, опять-таки, да. Но я пока не могу до них дотянуться, я пока не могу их достичь. Дальняя дорога, я хочу жить отдельно от родителей. Отношения родителей и Евангелины Алешкиной, какими они были внутри семьи, какими были отношения. Ностальгия. Есть что вспомнить, хорошие воспоминания. Люди в семье любили друг друга. Я понимаю, что в семье присутствует любовь. Ностальгия по каким-то определенным дням. Раньше было хорошо. Вот раньше было замечательно. Воспоминания Евангелины и воспоминания родителей. Как раньше было хорошо. Или воспоминания о какой-то дальней дороге, о каком-то путешествии. Отношения родителей и Евангелины Алешкиной внутри семьи. Какими они были. Ностальгия еще может говорить о том, что уважаю старших. Карта дружбы, да, дружеские отношения всегда придут на взаимовыручку друг другу и девочка, и ее родители. То есть отношения в семье хорошие. Изобилие всего. Может быть, в семье есть действительно деньги. И родители ни в чем девочке не отказывают никогда. Туз кубков, любовь, полное взаимопонимание, хорошее отношение в семье, забота. То есть мы видим то, что действительно в семье было хорошее взаимоотношение у родителей и у Евангелины. Давайте посмотрим, что на дне колоды. Королева жезлов. Девочка яркая, импульсивная, темпераментная, взрывная, возможно, иногда любительница поспорить. Несмотря на то, что в семье все хорошо, присутствует забота, дружба, взаимопонимание, ностальгия по ушедшим дням, любовь, туз кубков, полная чаша, и родители любят друг друга и любят девочку. Я хочу жить отдельно, я самостоятельная личность, и изобилие здесь немножко избалованное, да? Присутствует какая-то избалованность. Может быть, родители слишком много всего позволяли Евангелине. Давайте посмотрим дальше. Что же все-таки произошло, друзья мои? Почему мама Евангелины улетела в день пропажи дочери? Правда ли, что мама улетела в Москву за вещами Евангелины, чтобы собака взяла след? Потому что по официальной версии все вещи Евангелины были с ней и пропали, соответственно, вместе с ней. Правда ли, что мама Евангелины улетела в Москву 22 июля 2024 года за вещами Евангелины, чтобы собака взяла след? Карта сила, правда, действительно, чтобы придать огласке, чтобы взять след. Карта сила, придать огласке, чтобы было во всеуслышание, чтобы все услышали. Друзья мои, это действительно положительная карта. Последний раз Евангелину Алешкину видели по камерам видеонаблюдения, когда она выходила из отеля и с кем-то говорила по телефону. С кем она разговаривала? Евангелина Алешкина в этот момент разговаривала со своими родителями. Когда мы видим ее последний раз на камерах видеонаблюдения, Евангелина Алешкина разговаривает по телефону со своими родителями. Карта мир, да, положительная карта. И куда-то шла, видимо, к ним, да? Евангелина Алешкина идет в этот момент к родителям, когда мы видим ее последний раз на камерах видеонаблюдения. Она идет к родителям своей дорогой, девятка пентаклей, как будто она просто прогуливалась и направляется потом к родителям, вот как будто бы она как свернула с дороги, ей указали, куда идти. То есть она гуляет, идет своей дорогой, но ей указали, куда идти. Евангелина Алешкина идет к родителям в этот момент, когда мы видим ее на камерах видеонаблюдения. Она сворачивает к родителям, карта умеренность, да, в голову что-то внедряют, как внедряют что-то в голову, говорят, куда идти. То есть она дозванивается до родителей, или родители дозваниваются до нее, скорее всего, и говорят ей, куда идти. Она сворачивает с той дороги, по которой шла. То есть она гуляла самостоятельно до этого, друзья мои. Мы понимаем, что она разговаривает с родителями, а потом она сворачивает с дороги.
Здесь у нас след Евангелины теряется. Что произошло, когда Евангелина дошла до родителей? Что произошло? Мы понимаем, что она дошла, потому что отец говорил о том, что она дошла до них и сказала: я пойду гулять. И что там был? Разговор, может быть, спор какой-то. Что происходит с Евангелиной, когда она дошла до родителей? Туз мечей, да, какой-то спор серьезный, столкновение интересов. Туз мечей – это ссора. Она ссорится с родителями. Что произошло с Евангелиной, когда она дошла до родителей? Она ссорится с мужчиной, карта жрец. Он ее чему-то поучает, нравоучения. Мне не нужны твои нравоучения. Ссорюсь с тобой, десятка мечей, итог. Вот здесь как раз-таки и происходит смерть. Десятка мечей – это смерть, друзья мои. Когда она доходит до родителей, либо тогда, либо чуть позже, но это в этот же день происходит десятка мечей, смерть. Она ссорится с мужчиной, и она доходит до родителей. Мужчина – это отец. Давайте смотреть дальше. Евангелину Алешкину обнаружили спустя 2 дня в реке Иртыш. Это был несчастный случай. С Евангелиной Алешкиной случился несчастный случай, да или нет? 11 пентаклей. К вершине. К вершине – это слишком многого хотела или слишком задрала свой нос. Это не несчастный случай. Евангелина Алешкина совершила над собой суицид. Король пентаклей. Нет, это сделал мужчина. Это убийство, друзья мои. Друзья, если вам интересна эта тема и подобные видеорасклады на картах Таро, ставьте лайк и подписывайтесь на канал прямо сейчас, чтобы больше людей увидело этот расклад. Это дает мне возможность сделать больше таких видео. Евангелину Алешкину убили. Евангелину Алешкину убили. Карта влюбленные. Да, влюбленные – это положительная карта. Причем влюбленные из любви. Я исхожу из любви. Я хочу сделать тебе как лучше. И влюбленные, я даю тебе право выбора. Но ты не воспользовалась правильным выбором. Ты задрала свой нос, а мне это не нравится. Король пентаклей причастен к убийству этой девочки. Только потому, что она задрала свой нос. Она сказала не то, что он хотел бы от нее услышать. Ты слишком своенравная, ты слишком своевольная. И здесь, скорее всего, убийство, исходя из любви, как несчастный случай, нечаянно убил. Давайте смотреть дальше. Как произошло убийство Евангелины Алешкиной? Как убили Евангелину Алешкину? Горечь. Мне очень горько. Боль от утраты. Я не хотел тебя убивать. Девятка мечей. Очень страшно. Очень страшно, что меня раскроют. Потому что мне очень печально. Я не хотел тебя убивать. Как убили Евангелину Алешкину? Девятка мечей – это страх. Припугнуть. Припугнуть или ударить, чтобы припугнуть. Но ударить потом так, что человек умирает. Несчастный случай. Смерть от удара. Как убили Евангелину Алешкину? Как убили Евангелину Алешкину? Жрец – это мужчина, да? Помните, мы говорили про папу. К папе подошла жрец, и я ухожу от ответственности. Жрец – это тот, кто уходит от ответственности. Убить во время нравоучения, обучать чему-то, поучать чему-то, говорить, тебе надо сделать так, припугнуть как-то. И нечаянно, вот так, знаете, как размахнуться, ударить, и человек может упасть, удариться о какой-нибудь камень, допустим, головой, да, и нечаянно просто умереть. Такое очень часто случается, кстати. И здесь случайная смерть. Применение физической силы. Ты меня должна слушать. Человек стоит на трибуне. Слушайте меня, я говорю во всеуслышание, я тебя обучаю, я тебя как-то наставляю на путь истинный. Тебе говорю, что тебе делать. Применяю физическую силу над тобой, как дам тебе сейчас больно, если не будешь меня слушать. И вот здесь как несчастный случай. От удара погибла, ударившись обо что-то. Я правильно понимаю, что это спонтанное, случайное убийство? Это не запланированное убийство. Я правильно понимаю, туз пентаклей, все верно. Это не запланированное убийство, друзья мои. Действительно ли мужчина Олег, которого задержали по подозрению в убийстве Евангелины, виновен в ее смерти?
Действительно ли мужчина Олег, напомните мне фамилию, пожалуйста, друзья, по-моему, фамилия на букву К у Олега. Действительно ли мужчина Олег, которому 41 год, его задержали по подозрению в убийстве Евангелины Алешкиной, он виновен в ее смерти? Действительно ли он виновен в ее смерти? Нет, конечно, друзья мои. Семерка мечей, вор. Наказали не того. Вор – это тот, кто скрывается. Вор – это тот, кто украл и уходит незаметно. Это тот, кто убил и уходит незаметно. Семерка мечей – это ложь, это иллюзия, это фантазия, это неправда. Этот человек не виновен. Тогда почему Олег признал себя виновным? Почему тот, кого обвиняют сейчас в убийстве Евангелины Алешкиной, признал себя виновным? Почему он себя признал виновным? Почему? Нищета, нищий духом человек. Или здесь еще может обозначать пятерка пентаклей много воды, нищета. Я был не в себе или я был в состоянии алкогольного опьянения. Не мог правильно функционировать, не мог правильно рационально мыслить в этот момент. И поэтому меня наказали. Рыцарь мечей. Рыцарь мечей – это человек из правоохранительных органов. Или у убийцы есть знакомый человек в правоохранительных органах. Рыцарь мечей. И поэтому рыцарь – это тот, кто помогает, кто в доспехах, кто помогает скрыться, укрыться от ответственности. А я просто попал, скажем так, влип в эту историю, потому что со мной уже такое случалось. Пятерка пентаклей – это у меня и так ничего нет. Или я и так уже влипал в эту историю, поэтому меня посадить гораздо проще, чем кого-то другого. Тем более у настоящего убийцы мы видим, что есть человек из правоохранительных органов, знакомый человек. Семерка мечей, убийца до сих пор скрывается. Убийца Евангелины Алешкиной до сих пор на свободе. Замешаны ли родители Евангелины Алешкиной в ее гибели? Замешаны ли родители Евангелины Алешкиной в ее гибели? Замешаны ли родители Евангелины Алешкиной в ее гибели? Конечно, нулевой старший аркан Шут – это новая жизнь, это гибель, это убийство, это новый человек, перерождение. Нулевой старший аркан Шут – мой ребенок. Первые плоды, мой первый ребенок или мой старший ребенок. Я тебе все всегда давал, я тебе все всегда, как бы вот со своей щедрой руки, да, всегда тебе все давала, а тебе все мало-мало. А ты не можешь меня в чем-то хотя бы послушаться. Нулевой старший аркан Шут – это все три карты у нас здесь положительные. Это ребенок, мой первый ребенок или старший ребенок, или ребенок, на которого я возлагаю большие надежды. Нулевой старший аркан Шут – перерождение или новая жизнь, смерть, щедрость. Я тебе все всегда даю. Замешаны ли родители Евангелины Алешкиной? Королева пентаклей. Королева пентаклей – это женщина, которая очень много знает, но молчит. Рыцарь жезлов и королева пентаклей. Здесь замешаны мужчина и женщина, которые все знают, друзья мои. Теперь догадывайтесь сами, да? Здесь, как говорится, мы говорили про родителей, и вышла и женщина, и мужчина. Королева пентаклей – это женщина, которая обустраивает быт. Рыцарь жезлов – вспыльчивый мужчина. Мы понимаем, что родители замешаны, они причастны к гибели Евангелины Алешкиной. Все карты положительные, и вышли два персонажа – женщина и мужчина. Нулевой старший аркан Шут, первые плоды и карта щедрости. Все карты положительные, друзья мои. Давайте смотреть дальше. Почему реальные виновные ушли от ответственности? Почему реальные виновные ушли от ответственности? Двойка пентаклей, расчет, да, деньги заплатили. Есть расчет, есть мужчина, король мечей, из правоохранительных органов, из структур. Или человек знает мужчину из структур. Башня гниет с головы, структура гниет с головы. Есть какой-то человек в структурах, который воспрепятствовал тому, чтобы настоящих виновных посадили и обвинили в убийстве. Да? И мы понимаем, что родители все знают, они причастны. В частности, причастен отец. Башня, он знает кого-то из правоохранительных структур, того, кто сидит наверху, друзья мои, расчет. Это деньги. Туз пентаклей. Туз пентаклей – это тоже деньги, да? Это шанс. Шанс мне с помощью денег уйти от ответственности. Друзья, давайте узнаем, накажут ли виновных в преступлении, совершенном над Евангелиной Алешкиной. Восторжествует ли справедливость? Накажут ли виновных в преступлении, которые совершили над Евангелиной Алешкиной? Карта конфликта. Будет какой-то конфликт или что-то всплывет в СМИ.
Всплывут какие-то новые версии, возможно. Будет какой-то конфликт между человеком виновным и человеком из правоохранительных органов, из структур. Кто-то что-то о чем-то узнает. И будет скандал. Накажут ли настоящих виновных в деле об убийстве Евангелины Алешкиной? Накажут ли настоящих виновных? Король кубков. Какая-то правда всплывет о мужчине, который на самом деле виновен, друзья мои, из-за какого-то конфликта. И накажут ли его содружество, но его все равно спасут. Все равно ему помогут. Поэтому я не вижу здесь наказания для этого человека в этой жизни. Именно то, что этого человека, который действительно виновен, его посадят. Мы с вами в который раз уже с помощью Таро расследования приходим к выводу, что не все, о чем говорит следствие, является истиной. У меня остался еще целый ряд неозвученных мною сейчас вопросов, на которые я предлагаю вам ответить в моем телеграм-канале. Заходите по QR-коду или ссылке под видео, подписывайтесь на телеграм-канал и будьте в курсе самых актуальных тем и ответов на вопросы, которые мы не успели задать в режиме реального времени. Ставьте лайк и подписывайтесь, впереди будет еще много загадочных, интересных расследований. С вами был канал Энергия Таро, я вас очень люблю и до новых встреч!